Очень часто на приемах, когда пациент приходит в общей гипотонии, мы придавливаем, скажем, небольшой рубец возле пупка после лапароскопии, и все тело включается. И я ему объясняю, что с этой зоны, с этого болевого датчика идет в мозг неправильный сигнал, и мозг тела как будто видит, что здесь болит. Закономерно вопрос, пациент спрашивает, но я-то боль не чувствую. Давайте разберемся, что такое боль. Боль – это некая цепочка от начальной точки и до конечной. Каким образом? Предположим, вы накололи палец и вы почувствовали боль. Как это выглядит? Накололи палец, произошло повреждение, сработали болевые рецепторы, и у нас есть провод, который идет через спинной мозг, через отделы таламус и доходит до коры головного мозга. И вот как только отсюда сигнал попал в кору головного мозга, там, где ваше сознание, вы почувствовали боль. С рубца на пупке такой же сигнал идет в мозг. Но поскольку есть определенные фильтры, важные структуры, и важной из них является таламус и ретикулярная формация, они как фильтры тормозят и не пускают этот сигнал в кору полушарий. Вы эту боль не чувствуете на самом деле. Но поскольку сигнал пришел в мозг, все отделы, которые управляют работой внутренних органов, эмоциональной сферы, изменения биохимии, гормоны, они нагружены. То есть организм испытывает стресс в том варианте, если, предположим, у вас болел зуб, это одно и то же. И нервная система, конечно, это может быть в меньшей степени, потому что все-таки полушария не нагружены, но поскольку это может длиться годами, десятилетиями, организм работает на износ. То есть он работает как тело, и человек себя чувствует как выжатый лимон. И здесь говорить о том, что вы устаете, потому что все устают, потому что у вас двое детей, либо вы много работаете, это все не так. Причина этому – постоянный хронический стресс болевого рецептора, который нужно выявить и устранить. Смотрите, и на самом деле, когда мы говорим о том, что рубец не болит, то есть понятно, он не болит в том понимании, чтобы вы об этом думали. Но когда вы касаетесь этой зоны рубца, что может быть? Либо на нем ощущение, что зона немая, а не менее. Это неправильный ответ отсюда идет. Либо такое ощущение, что лучше бы не трогать. То есть как бы вообще неприятно, вот именно этой зоны не трогайте. Это говорит о том, что с этой зоны идет извращенный сигнал, и она работает неправильно. Если вы находите у себя такие зоны, вы их знаете, конечно, необходимо обратиться и пролечить эту зону. Мозг наш реагирует только на новые условия. То есть есть ситуация, когда вы одели часы, вы их чувствуете, через несколько минут вы их перестаете чувствовать. Для чего это необходимо? Эта информация является лишней для мозга. Если каждая информация, одежда, обувь будет приходить в мозг, он будет перегружен. Он просто закипит. Это как процессор, который закипит и взрыв. Мозг реагирует на новые условия. Но есть определенные сигналы, которые реагирует он постоянно. Это болевой сигнал. То есть если у человека зуб заболел 5 минут назад, он до сих пор болит. Если он заболел сутки назад, он и сегодня болит. Такие сигналы мозг не игнорирует, потому что они приносят в мозг информацию о потенциальном повреждении, и мозг должен максимально закрыть этот вопрос, чтобы понимать, что здесь границы тела больше не нарушены.